Всем привет, друзья мои, это следующая серия по Ведьмаку, все полезные ссылки внизу в описании, ссылочка на плейлист внизу в описании. В той серии мы с вами очень круто залутались, сегодня наконец-то пойдем по основному квесту к барону, и в городе тоже приведем новое снаряжение и себя, в принципе, в порядок. Может быть, даже денежек заработаем на каких-то квестах. Погнали! По поводу ласточки, конечно, очень она мне помогает. Очень круто. Слушайте, ну это прям деревня. Это такой, типа, купец. Самогону желаете? Постного сыру. Товара у меня немного. Еду Но продаю. все отличное. Ля, машина стоит какая, видал? Покажи мне свои товары. В Гвинт я пока с вами не играю. Вы меня обманываете. Так, а у меня фракция Нильфгард. Да, у меня же фракция. Этот предмет уже есть, вот, допустим. У меня, я не помню, какая мейн. Нильфгард или... Или нет? По-моему... Или Север. А, Королевство Севера, наверное. Блин, по 50 монет стоит. Зараза, дорогое. Прям максимально дорогое. Может быть, одну какую-нибудь фракцию собирать? Почему бы и нет? 50 монет я, конечно, с ума сойду собирать. Это будет очень дорого. Хрен с ним. Давайте. Это общая грузоподъемность, что ли, увеличится? Или мне кажется? Кстати, здесь же можно вот это вот все впарить. Простые пока что вещи впарим. Давай попробуем сумку купить. В общем-то, я думаю, она пригодится. Правда, пока что я не увидел, чтобы у меня грузоподъемность увеличилась. А ну-ка. А где, говорите, сумочка-то? О, да! До 90. Спасибо за совет. Спасибо. Слушайте, это очень важно. Ну, с собой больше таскать. Как говорится, гном всегда много с собой должен таскать. Значит, я вам рассказываю. Помню, играю я в Lineage. А там... Значит, 200 грузоподъемность была. Нифига ты ворота открыл с ноги. Значит, играю я раз. Стой! Угу. Ой. Барон у себя? Смотря кто спрашивает. Ведьмак. Хочу с ним поговорить. А я хочу оттрахать прекрасную королевну Церро. Я же его знаю. Ты давеча в корчме на распутье сидел. Я-то думал, ты по-хорошему пойдешь своей дорогой. Вот и пришел сюда. У меня дело к барону. И что за дело? А ты, я смотрю, на массе, Только для его ушей. Добро. парень. Лодри, пусти его. А ежели он что учудит, так нас все одно больше. Открыть ворота! Да ты, брат, Сержант! смотрю, кость широкая. Ардаль! Ведьмак к барону! Только тихо. Понял? Понял. Что за бомжи, я не пойму. Что за... Ты в Темерском войске сержантом был? Не твое это дело. Дезертир? Нет больше Темерского войска. Так что ты тут делаешь? Когда черные нас разбили, у нас был выбор. Не, здесь такие есть крепкие ребята.
Или уйти в партизаны Салам и алейкум. сражаться за родимую Тимерию до последней капли крови. Мы выбрали первое. И барон вами командует. Ну да. Команде. Твои дружки давно уже добычу поделили. По крайней мере, я бы так сделал. Не, слышь, тут такие ребята стоят нормальные. Сразу видно, ребята такие нормальные стоят. Такие кавказцы крепкие, с мечами. Ну их нахер. Не-не-не, на таких лучше пацанов не лезть. А то один прогиб и ведьмак погиб. Как мы там кружились! С такими дружить надо, пацанами. 3 раз, 2, 3. А, это и есть барон, что ли? Хватит! Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай? У тебя и без того гостей хватит. Как клавиатура садится. Даже на чай не остались. А еще, говорят, культурная нация. А еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта. Ясно все. Так, это пустые разговоры. Сразу Со быкуем. слухами всегда так. Мало что совпадает с реальностью. Это верно. Я Я знаю, кто ты. Догадываюсь о том, с чем пришел. Даже так. Прошу. Кстати, довольно культурный барон вроде как. Ну, по крайней мере, в дом пригласил. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел. Выпьешь? Нет, спасибо. Спасибо, я не за этим пришел. Ну, как хочешь. А я вот не люблю сидеть сухим горлом. До войны Бухаешь, тут что ли? была винокурня, лучшая в Велине. Вот сожгли ее до основания, сукины дети. Винокурня это типа... Ну, к делу. Я Спасибо, Филипп Володь. Стенгер. Мужичье меня зовет кровавым бароном. Геральт из Ривии, мужичье меня зовет мясником из Блавикина. Я уже сказал, я знаю, кто ты. Признаться, мы только потому и разговариваем. Как тебе велен? Уйду от ответа, не хочу обижать. Я пришел не пейзажи обсуждать. Это зря. Сразу видно, ты тут недавно. Спиртозавод. Между тем, здешние болота и трясины крайне интересные места. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей. Но это не угроза. Ты скажешь, наконец, в чем дело? В Цири? Ты же здесь из-за нее? Значит, она тут была. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, а смердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Ну, по крайней мере, она жива. Сказала, что по пути к деревне на нее напали чудища. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, она красивая тоже. Но она ранена прям вообще конкретно. Цирилла. Играя за Цирилла, вы не можете использовать рюкзак, а также накладывать знаки. Что?
Этого еще не хватало. Нифига, она быстрая. Надо уходить. Слушай, она прям максимально быстрая. Это чё? Ты, мать твою. Что за Соник, реально? Можешь слезать. Шрам у нее жесть на лице. Просто жесть. Полосанул ей кто-то прям добротно. Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Ага. Только совсем немножко. Значит, ты знаешь, куда идти? Еще нет. Но если мы пойдем вместе, то обязательно что-нибудь придумаем. Что с тобой случилось? А, ты про это? Пустяк. Скажи лучше, где ты живешь? В Залипье. Там бы тебе все раны залечили. Хм, Пойдем. неплохая мысль. Тогда пойдем. Я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Ну да, ее бы сожрали бы Не 100%. сможем. Тут волчий король и его стая. Чего? У волков нет королей. В У смысле? этих есть. Ты сама видела? Да, то есть нет, то есть из-за деревьев. Он был вот такой огроменный, и глаза у него Вот и зубы такие вот. большущие, и весь он был ужасно страшенный. Угу. И сидит на меня, говорит, вот с такими вот, блядь, глазами смотрит. Да. Никакого праздника. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Про тебя, кстати, говорят. Подожди, а как может быть реально у волков король? Здорово, пацаны. Быстро, спрячься! Ну ты бить-то будешь? Что-то немного ли вас тут, нет? Ебёна мать, вы что-то вас реально много, пацаны. А она еще и регенится сама. Можно выходить. Вак-машина просто. Даже мой дядька так не умеет. А Она мой, очень быстрая. мой умеет гораздо больше. Пойдем. Глянь-ка, что там лежит. Подожди тут. Не подходи. Но Никаких «но». Останься здесь, я кое-что гляну. Да. Волки кого-то просто разорвали на тряпке. Работяга, судя по шляпе, обычно. Белки красные, все еще влажные. Умер недавно. Рот раскрыт. Губы перекошены.
Ну, язык прокушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Его заживо, наверное, сожрали. Раздавленная Конек. грудь, ребра пробили легкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Подбросила. Нога оторвана. Или скорее кто-то ее отгрыз. Фу! Жуть какая! Стой там и не подглядывай. А стоит в 3 метрах. Костный мозг высосан. Интересно. Похоже, это бес. Херобес. Что с ним случилось? Сожрали его. Упал он. Случайно. Ну да, конечно. Это волчий король его подрал. И с каких это пор дети стали такими умными? А что мы будем делать, если он и на нас нападет? Хороший вопрос. У меня нет серебра, но я могу приготовить масло. Масло? Масло. Маслыри. Подсолнечное. Растительное. Нет, особое. Из собачьего сала, борца, волчьей печени и омелы. От него бесу будет очень-очень больно. Какая ты умная. Откуда ты знаешь такие штуки? Тебя тятенька научил? Угу. Тетенька. Нет, не тятенька, дяденька. Дядюшка Весемир. А я вам говорил, чтоб учились в школе нормально. Будете таким же умным, как она. Ну, и как я, конечно. Волки, слышишь? Я их не слышу, я их, мать, вижу. Волки всегда стаями ходят. Очень опасные ребята. Бить-то волков жалко. Ну, чтоб не сожрали, придется. Все, можешь выходить. Как ты их порубила? Вот волчий король. Серию надо будет- волчица. Серию надо Часто будет назвать родители «Историю детей Цири» или на что-нибудь типа сладкую такого. тропинку посылают. Иногда. А иногда сами идут. И возвращаются? Ты что? У них же там еды полно. Туда, через пещеру. Веди. Из пещер. Я, говорит, короткую дорогу знаю. Тут немножко темно. Боишься? А ты? Нет. Волчий король, теперь ты мне веришь? Верю! Прячься! Брат, я тебя расстроить хочу, она очень быстрая. Максимально быстрая. Домой. Там без вариантов вообще. Ну ты даешь. В жизни такого не видал. Малявка, вылезай! А что там, масло, да, надо было? У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой, человек серьезный. Он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст. За убой волколака-то. Ну ладно, веди к своему Такой же мы в хозяину. пещере такого же убили. Ну, по квесту помните, да, в предыдущих сериях? Кстати, кто не видел, посмотрите, там в предыдущих сериях очень крутой был квест. Очень крутой. Прям максимально крутой.
Про двух этих баб и мужика, который превратился. Ля точит. И кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь. А вторая? Ни та, ни другая. Дочь-то я узнаю. Та, что постарше, может и не ваша, но шибко похожа. Так как? Будет награда. Я тебе, сука, покажу награду. А ну, упер давай отсюда, пока я пса не спустил. Ну, вкусный гуляш? Очень. Спасибо большое. Я не ела уже. Да я вижу. Рад, что нравится. Как подкрепишься, ванна для тебя готова. А потом и поспать недурно, а? Гостеприимно. Грядка за печкой, а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни. Спасибо. Я... Тихо, тихо, ты ешь спокойно. Мы еще поболтаем, когда отдохнешь. Не, ну он ее принял, ребята, это уже уважение. Он ее достойно принял. Уже как бы Я плюс приказал карма. своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать. А потом? Ну, это уж совсем другая история. Я хочу ее найти, ты понимаешь? И мне надо знать все. Понимаю. Но видишь ли, так получается, что мои дочь и жена тоже пропали. Предлагаю уговор. Найди моих близких, а я расскажу тебе все, что знаю о девушке, которую ты ищешь. Ну, я даже не буду переспрашивать, но это достойный уговор. Как бы мужик просто своих близких хочет найти. Наверное, это правильно. Я даже не буду. как-то Я с ним тебе носиться. помогу. Это правильно. Я найду твою семью, но потом ты расскажешь мне все, что знаешь. Вот тебе мое слово. Стража! У этого человека здесь иммунитет. То есть пускай его никто не трогает. Нет, ну это уважение. Чё пялишься? Это в подтверждение моей доброй воли. Когда ты последний раз их видел? Они пропали Слушай. в последнее новолуние. Как сквозь землю провалились. Что Похожая значит история. пропали? Ну, пропали. Я утром просыпаюсь, а их нет. Первое, что в голову приходит, ушли, украли, это барон. Похитили, я не знаю, пошли в лес. С другой стороны, он, я так понял, бухает. Да не, ну я не думаю, что это будет причиной, типа, ну такое. Этого все еще мало. Можно осмотреть их комнаты. Зачем? За Может, я шкафом. найду там какие-то следы. Я чужим не позволю рыться в их вещах. Будешь Ты сам хочешь, тогда чтобы я их искать. нашел или нет? Шли за хлебом. Хочу. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Все равно двери открывать. Да, иди, господи. Кинжал, да, у него такой висит, такой серьезный. Слушай, ну он себя нормально пока что показал. Знаешь, дочка моя в Гостеприимно. детстве очень любила зверей. Как-то увидела на стене оленьи рога и... Знаешь, что спросила? Понятия не имею. Папочка, говорит, а у этого оленя попа за стеной. Понял? Если ей кто зло причинит, убью нахер. Пришли. Вот, сука, опять заедает. Это наша спальня. Комната Тамары там. Кажись, у меня чесотка. Только не устраивайте бардак. Когда они вернутся, пусть все будет так, как они оставили. Без проблем. Я даже почищу в комнате. Деревянный подсвечник, ножка сломана. Все очень убрано. Следы драки нет.
Крови нет. Ой, как стыдно мне сейчас будет. Ой, стыдно, стыдно, стыдно. Ой, очень стыдно, стыдно. Но, как говорится, это не бедные, так что это я как Робин Гуд, я заберу и потом все отдам. Я просто как бы возьму посмотреть. Ребят, ну там золотые чаши, кольца. Вы с ума сошли, что это я... Свежие цветы. Я просто возьму. Он что, надеется, что они могут вернуться в любую минуту? Он их ждет. Значит, может быть, кстати, дело рук убийцы. Потому что зачастую убийцы заявляют, или похитители сами. Стена другого цвета. Будто еще недавно здесь что-то висело. Может, эта картина по размеру подходит? Похитили картину. Нахера? Барон и его жена выглядят счастливыми. А здесь? Кто-то закрыл дырку в стене. Интересно, что там с другой стороны. Так, интересно. Похоже, это деревяшка ножки от Подсвечника. того подсвечника. Вряд ли это совпадение. Кинули. Похоже, тут дело дошло до драки. Поищу еще следы. Кинули подсвечник. Человек стоял за шкафом и типа прилетела в шкаф и пробила стенку и отвалилась ножка. Но при этом это пытались скрыть. Это, мать его, пытались скрыть. То есть это завесили. Значит, это либо барон, либо люди барона. Либо тот, кто здесь, я не знаю, убирался, либо что-то делал. Опа. Глубокие выщерблены. Должно быть, били чем-то тяжелым. Значит, все-таки били. Сломанный подсвечник, пятна от вина. Кто-то разбил бутылку. Эрвилюс из Тусента. Хорошие выдержки, долго не выветривается. Интересно, куда ведет след? Бухалова. Драка. Черт, след обрывается. Но можно поискать здесь что-нибудь еще. Талисман. Еловая деревяшка. И пахнет можжевеловым дымом. Похоже на народный оберег. Интересно, от чего он должен был защищать? Кажется, здесь больше нет ничего интересного. Дела семейные. Почему квест так называется? А ну-ка. Ну как, уже осмотрелся? Здесь повсюду несет вином. Что случилось? Ну, это должно быть мои ребята. Какая пьянь. Ты даешь своим людям Эрвилюс? Ох ты, ну может и я разлил. Говорю же, я в ту ночь пьяный был. Да какое это имеет значение-то? Тут вином везде несет. Ту ночь пьяным был. Следы борьбы. То есть он даже не помнит. Может, он бухой? Мужик, в принципе, довольно вспыльчивый и грубый. Может, он их и шуганул, либо... Блять, пока непонятно. В комнате Следы я нашел борьбы. следы борьбы. Можешь об этом что-нибудь рассказать? Следы борьбы? Ты о чем? Думаю, кто-то на кого-то напал. Наверное, на твою жену или дочь. Она хотела защититься, схватила подсвечник, но не попала в нападавшего, а только пробила дыру в стене. Потом они еще дрались. Я не знаю я ничего об этом. В ту ночь я пьян был и ничего не помню. Все. Я проснулся, когда их уже не было. Это, короче, Москва, Но вы же конечно. здесь не одни живете. Может, твои люди что-нибудь слышали?
Я всех по 3 раза спрашивал. Конечно, никто ничего не Короче, знает. домашнее насилие, ясно все. Короче, он набухался, по-любому, типа, начал бить жену, или, может быть, они сели за столом, или еще какая-нибудь херня. Потом жена, ну, чисто логически, если еще и дочь в эту же ночь пропала, то она просто взяла ребенка и ушла. То есть, ну, это просто, блядь, мои предположения. Ну, Узнаешь этот Сынка-палка. медальон? Да, Анета носила его последнее время. Ты знаешь, откуда он у нее? Понятия не имею. Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожьи? Ворожей есть. Старый чудило. Живет недалеко от больших сучьев. Ну и колдунья еще есть в Подлесье, но я о ней мало знаю. Она здесь недавно объявилась. Если Анетка ходила к кому-то, то скорее к колдуну. Она ведь чужакам не доверяет. Надо сходить поболтать с этим ворожеем. Только имей в виду, ты с ним вряд ли сговоришься-то. Он, говорят, в молодости порешил собственного отца секирой. Вот и после этого двинулся. Вроде как он духов видит. И с козой ебется. Меня его личная жизнь не интересует. Я хочу просто спросить о медальоне. Из глаз долой. чё он там с косичкой-то делает? Мне послышалось или сейчас кого? Сосуд для благовоний. И старый ключ. Интересно, что за двери он открывает. Анис, сандал, что-то еще. Шафран? Стыдно, пипец, вообще просто стыдно, очень стыдно. Кукла. Вот же дрянь. Выглядит как кукла, в которую втыкают булавки, чтобы причинить кому-то вред. Кукла Вуду, что ли? Я не вор. Я просто возьму и отдам. Понимаете? Я просто возьму. Ребят, ну золотое кольцо, золотые подсвечники. Ну вы что, с ума сошли? Ну, они не обеднеют, а мне надо. Я ведьмак. Я, как говорится, этот... Как его? Короче, мне надо. Сам там что-нибудь придумай за меня. Ну куда? Вот. На благое дело. Вот. Выпускай, урода. Я думаю, урод спит. Тогда пойди и разбуди На его. благое дело очень мне вот это мне очень нравится. Куда запах идет? Мать твою, погребок. У крестьян никогда не ворую. Так, чё это? А вот у богатых сам Бог велел. Меньше бухать будет. Я, так скажем, во благое дело избавляю его от алкоголя. Че это за... Молитва? Алтарь? Выходит, вечный огонь добрался уже и до Велена. Алтарь? Что, блядь, тут шаманы, что ли? Настоящему колдуну он загубил таких, как ты, не одну. Чем больше пью, тем больше трезвый. Согласен. У меня так сосед говорит, который из запоя не выходит. Так, дайте мне отсюда выйти, а то я сейчас здесь все залутаю. Мне глаз уже дергается. Хороший погребок, мне понравился. Я просто взял посмотреть. Я сейчас посмотрю и отдам. Я б стаканчик накатил. Вот Я б, как у тебя говорится. часом нету?
Нету. Как выйти-то отсюда? Во. Так, а ну-ка, братцы. Идите вы все к черту. Вот тут соглы. Так, а ну-ка, давайте-ка до утра поспим. Чтоб ночью не чухаться. Чё-то мне подсказывает, что это он же ее и накрячил. Не знаю, что мне так подсказывает, но прям вот я почему-то уверен в этом. О! Улучшение Улучшение доспеха. А, и броню здесь можно улучшить. Так, а ну-ка. Погодите. Хочешь посмотреть наш маленький склад? Хочешь, Мы тут помидорка? собрали неплохую коллекцию. А то зачем добру по мужичьим халупам пыль собирать? Покажи мне свои товары. Видимо, сейчас снаряжение 100% я выкуплю. Королевство Севера. У меня уже есть такая карта. Будь здоров. Так. Мне вот что больше интересует. Слышь, Гимли? Чем могу служить? Так, это у нас по доспехам. Я ищу кого-нибудь, кто возьмется изготовить доспехи. Очень хорошие доспехи. Ну что ж, я делаю доспехи уже 20 лет. И, надо сказать, кое-чего в этом деле достиг. Ну да. Не обращай на нее внимания. Последнее время она всюду сует свой нос. Ну так что ж за доспех тебе нужен? Он именно по доспехам. Легкий, прочный, чтобы не сковывал движение и чтобы надевать его без посторонней помощи. Ха-ха, что еще? Может, он еще и чистить сам себя должен, и гуз на тебе подтирать. Гузна я себе сам подотру. Я тебе сейчас нос в голову втрамбую. Звучит неплохо. А ты сможешь такое сделать? Нет. Но если ты найдешь кого-нибудь, кто сможет, я с удовольствием с ним познакомлюсь. Послушай, с доспехами вот какое дело. Если он прочный, то не может быть легким. Да что? Может, если есть правильные инструменты, такие как у клана Тордорох на Ундвике. Иоанна, ты обещала не вмешиваться, когда я разговариваю с клиентами. Не морочь людям голову этими своими скеллигскими сказочками. Это не сказка. Мой дед плавал на Ундвик за панцирями, потому что люди из клана Тордорох делали самые лучшие. Так было до недавних пор. Но с год назад остров разорил великан. Люди бежали или погибли. Но кузни-то, думаю, до сих пор там. Проверить стоит. Если я найду эти инструменты, вы сделаете для меня панцирь? Опа. Да, тогда да, но только тогда. Что-нибудь еще об этой кузне известно? Говорят, она Великан была в мне не какой-то понравилось слово. пещере на северной стороне острова. Северная сторона острова. Пещера. Если я окажусь на Скеллиге, попробую найти эти инструменты. Будьте здоровы. Рановато мне еще туда щемиться, кстати. Так, а сейчас что у вас Чем есть? могу служить? А ну-ка, брат. Покажи-ка мне свои Я товары. хочу посмотреть твои товары. Ничего необычного, в принципе. Угу. 12 доспех весит, мать его, 12. Убрать улучшение. Опа. Вот это то, что мне нужно.
Я один заметил, что музыка пропала? Или не один? Так. У меня броня, да, я могу сам себе чинить? Угу. Разобрать. Шкура драконоида. Вот это масло дает, кстати. Ничего особо не дает. А, вот это я пока оставлю. Это пока... Я думаю, надо ему продать всякую товары. шляпу. Так. Угу. Мощь Аксия, мощь Игни, я так понимаю, это в доспехах, наверное. Кстати, вот этот глиф очень крутой. Уже плюс 5% дает. Да, мечи починим. Броню я себе сам зачиню. Броню я подал, которая мне не нужна, ребят. Она тяжелая, она не нужна мне. Легкий доспех. Необходим 5-й уровень. Перчатки. Очень мало рецептов. Ну что ж, будем надеяться на клад, наверное. Мы, в принципе, подчинились неплохо. Меня вот эти вот болты напрягают. Надо болтами почаще пользоваться, потому что вот это вообще надо куда-нибудь выкинуть, выложить, потому что 3 единицы мы просто так носим, хотя они на самом деле роли особой не играют, эти болты. Хотя... Наверное, так и сделаем. Я слышу, ребят, про серию 10 раз писать не надо. Давайте-ка мы зайдем, выложим эти болты, потому что, ну, постоянно по КД с ними таскаться, это... Я так понимаю, вот здесь в сундуке можно все это дело выложить. Значит, здесь ночевала Цири. Так, ну вот это точно мне еще рано. Это точно рано. А вот это мне может пригодиться. Волчок. Вряд ли им играла Цири. А вот Гретка... Волчок. Ты чего Так. здесь ищешь, приблуда? Подождите-ка, давайте сразу комнату Цири осмотрим. Почему нет? Вам пора. Она маленькая комната. Это, наверное, Цири. Похоже, она уехала в спешке. А в чем причина? Неясная природа проклятий Лидия ван Бредеворд. Откуда у нее такое? Ребят, кому интересно, на паузу поставьте, прочитайте. Кстати, у нас здесь еще открылись интересные вещи. Школа кота. Надо бы, вы знаете, что... По-моему, школа кота это... И его жене. Кажется, у них в Изиме были высокопоставленные знакомые. Ты Гретка? Я, а ты Геральт. Откуда ты знаешь? Потому что у тебя белые волосы и медальон с волком. Цири мне рассказала. Это не твоя? Волчок, где ты его нашел? В комнате Цири. Мы играли там иногда. Однажды мне было очень грустно, и Цири вырезала мне волчок. Жалко, что ей пришлось уехать. Что говорила? Вы с Цири же разговаривали? Ну да, Она не говорила, например, куда собирается? Или зачем она здесь? говорила, что ищет тебя и чародейку.
Только ты здесь. Чародейку Значит, Йеннифер? тебя она не нашла. Ну, может, хоть другу этому своему помогла? Какому другу? Цири хотела помочь какому-то другу. Какому, не знаешь? Как это какому? Другу своему. Она сказала, что он угодил в переделку, а она должна его спасать. Кому нахер другу? Ты не знаешь, где Цири? Нет. Однажды, когда я принесла ей завтрак, ее уже не было. А барон сказал, что она уехала. Ты не спрашивала, куда? Я спрашивала, но он сказал, что я маленькая и все равно не пойму. Но Цири оставила мне подарок. Какой? Вот такой. Зеленый камешек. Ух ты, красивый подарок. Спрячь его хорошенько и никому не показывай. Он очень ценный. Спасибо. Ну, иди играй дальше. Я не играю, я помогаю. Я на складе там на первом этаже тоже сейчас помог так, что я боюсь, если сейчас узнают про то, как я помог, меня могут на том он дереве повесить. Вот на том. Но я не хочу думать о грустном. Так что все хорошо. А твое бледное рыло людей не бесит? Ты сейчас там... Хочешь посмотреть наш маленький склад? Покажи мне свои товары. Ну-ка, дайте-ка я еще кое-что распродам. Купит ли он это только? Вот эти всякий мусор, вот этот вот. $50? А где деньги? Где у меня деньги все? А, я, наверное, шмотки подчинил. Ёпте. Нихера себе я шмотки подчинил. Вот это вообще бодро. Нормально я подчинился. Ну ладно. Будь здоров. Бодро, бодро. Так, ну что ж. Давайте еще возьмем объявление. Так, ну давайте подведем итог серии. Есть ли у нас ведьмачьи заказы? Есть, но 10-й левел, наверное, для меня будет великоват. Есть 8-й левел, я его потяну. 17-й левел, конечно, великовато. 17-й пока много для меня. Дополнительные задания, вот, допустим, есть 6-е, 11-й, в принципе. Ну, в общем, можно повыполнять квесты, то есть интересные довольно вещи есть, в общем-то. Плюс есть основные задания, конечно, по которым можем также пройтись и, собственно, посмотреть, что и как дела обстоят. Охота на ведьму велен. Ну, это, я думаю, что мы уже посмотрим, ребят, все в следующем серии, потому что серия данная подходит к концу. Спасибо всем огромное за просмотр. Как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это поддерживает меня, ребят, очень и помогает в развитии. Спасибо. Не забывайте прожимать колокол. Ссылка внизу в описании на все полезные вещи. Там же найдете ссылочку на плейлист. Всем удачи, всем пока. Не забывайте заходить на стримы на Твиче. Также ссылка внизу в описании каждый вечер. И на телегу подписывайтесь, чтобы знать, когда они начнутся. Пока-пока. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.